1967 году в зоопарк Луисвилла, штат Кентукки, привезли маленького пушистого зверька из горных лесов Колумбии. Немецкая пара, увлекавшаяся енотовыми, передала его американским зоологам. Зверьку дали имя Рингерль. Рингерля возили из зоопарка в зоопарк почти 10 лет. Луисвилл, Тусон, Солт-Лейк-Сити, Вашингтон, Нью-Йорк. Каждый раз с одной целью — свести его с Олинго, близким видом из того же семейства, чтобы получить потомство. Ничего не получалось. Раз за разом. Зоологи решили, что зверек просто капризный, или больной, или ему не подходит климат вольера. Перебрали десяток гипотез, кроме одной, самой простой и самой неожиданной. Рингерль вообще не был Олинго. Он был кем-то другим, видом, у которого на тот момент даже не было названия. Это выяснилось только в 2013 году, через 30 с лишним лет после смерти Рингерля. Этот фильм об Олингито. О звере размером с кошку, с мордочкой, как у плюшевого мишки, который оказался видом, на который наука смотрела десятилетиями и не узнавала его. И о том, как наука умудрилась не заметить целый вид, хотя держала его в клетке у себя под носом. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько еще видов животных мы держим в зоопарках под чужими именами, просто не зная об этом. Мне правда интересно, что вы думаете. Олингито весит около килограмма, может чуть больше. Длина тела где-то 35 сантиметров и почти такой же длины пушистый хвост, который тащится за ним по веткам. У него круглая морда, крупные темные глаза, короткие закругленные уши и густой рыжевато-оранжевый мех, гораздо плотнее и ярче, чем у его ближайших родственников. Когда фотографии Олингито впервые опубликовали, журналисты по всему миру одновременно придумали одно и то же сравнение – живая игрушка. Плюшевый мишка, который сбежал из детской и поселился в облаках. Это не совсем точное сравнение, но и не случайное. Олингито действительно выглядит мягче, круглее и обаятельнее почти любого хищника, которого вы можете назвать. При этом он настоящий хищник, формально. Относится к отряду хищных, семейству енотовых, куда входят сами еноты, коати, кинкажу и олинго. Просто на практике питается в основном фруктами. Иногда насекомыми, иногда нектаром. Кровь и мясо почти не его профиль. Ученые присвоили ему латинское имя Бассаритион ниблина. Второе слово «ниблина» по-испански «туман» или «дымка». Это отсылка к месту, где он живет. Облачные леса Андских гор в Эквадоре и Колумбии, на высоте от 1,5 до 3000 метров. Это, кстати, самая высокогорная среда обитания среди всех представителей рода Бассаритион. Остальные олинго предпочитают леса пониже и потеплее. Олингито забрался выше всех своих родственников. Туда, где облака не наверху, а вокруг, стелятся между деревьями, цепляются за листву, превращают весь лес в одну сплошную влажную дымку. Поставьте лайк, если уже хочется узнать, как наука умудрилась не замечать такого зверя целое столетие. Прежде чем идти дальше, стоит понять, в какой компании живет Олингито, кто его родственники и почему семейство енотовых вообще оказалось таким богатым на сюрпризы. Енотовые или проциониды – довольно разнородная компания млекопитающих нового света. Сюда входит сам енот-полоскун, знакомый каждому, кто хоть раз видел, как он моет руки в ручье или вскрывает мусорный бак с упорством взломщика. Сюда входят коати, длинноносые, полосатохвостые, дневные, шумные, разгуливающие стаями по тропическим лесам и национальным паркам, иногда выпрашивающие еду у туристов. Сюда входит кольцехвост или какумицли, скрытный ночной зверек юго-запада США и Мексики, которого многие даже не знают как отдельный вид. И сюда входит кинкажу, крупноглазый, с цепким хватательным хвостом, способным удерживать все тело зверя на одной ветке, пока он тянется за плодом манго. У кинкажу, к тому же, неожиданно длинный язык, заметно длиннее, чем можно было бы ожидать у животного такого размера. Он эволюционировал, чтобы дотягиваться до нектара глубоко внутри цветка, который сам зверь раздавить не может.
И тем самым кинкажу попутно становится еще одним опылителем тропического леса, наравне с летучими мышами и колибри. А еще сюда входят олинго, менее известные родственники кинкажу, внешне очень похожие, но не такие проворные, с хвостом. И, наконец, олингито, самый маленький, самый высокогорный, самый недавно открытый член этой большой, на удивление, запутанной семьи. Кинкажу и олинго, кстати, путают друг с другом почти так же часто, как путали рингерля с олинго. Настолько они похожи на первый взгляд. Разница в основном в хвосте. У кинкажу он хватательный, способен обвиваться вокруг ветки и держать вес всего тела, что делает кинкажу почти акробатом среди деревьев. У олинго и олингито хвост просто длинный и пушистый, для баланса, не для хвата. Если смотреть на силуэт зверя в темноте, по одному этому признаку местные жители и опытные натуралисты примерно отличают одного от другого, хотя со стороны различие почти неуловимо. Что объединяет почти всех этих зверей, кроме разве что енота-полоскуна, который освоил буквально весь континент, это то, что они тропические, древесные, в основном фруктоядные и совершенно неинтересны охотникам, фермерам или индустрии меха. У них нет ценной шкуры, нет вкусного мяса, нет конфликта с домашним скотом. Это идеальный портрет вида, который человечество веками не замечало, просто потому, что у него не было причины присматриваться внимательнее. Наша история начинается не с олингито. Она начинается с его более крупного родственника – олинго. Олинго были описаны давно, еще в XIX веке, и долгое время считались довольно простым случаем. Несколько похожих друг на друга форм, расселенных от Центральной Америки до севера Южной Америки. Никто специально ими не занимался. Олинго не входили в число харизматичных видов, ради которых организуют экспедиции и пишут диссертации. Маленький древесный зверек из тропического леса, ночной, незаметный, не угрожает скоту, не создает никакой экономической проблемы. Идеальный объект, чтобы его просто не заметили. В начале 2000-х два американских зоолога, Кристофер Хельген и Роланд Кейс, решили наконец провести полную ревизию рода Бассарицион, то есть как следует разобраться, сколько видов олинго существует на самом деле и чем они отличаются друг от друга. Хельген на тот момент работал куратором млекопитающих в Смитсоновском институте и уже успел прославиться тем, что находил недооцененные виды в музейных коллекциях. Для него подобная ревизия была почти профессиональным почерком, не разовой удачей. Это рутинная, не самая зрелищная научная работа. Ехать по музеям, открывать шкафы с чучелами и скелетами столетней давности, измерять черепа, сравнивать зубы. И вот за этой рутиной Хельген наткнулся на несколько шкур и черепов, которые не складывались в общую картину. Зубы мельче, особенно нижние коренные, отвечающие за перетирание мякоти плодов. Череп другой формы, с более округлой мозговой капсулой и короче в районе морды. Мех гуще и ярче, чем у любого известного олинго. Эти образцы пролежали в музейных ящиках десятилетиями. Кто-то их собрал в начале XX века, кто-то подписал бирки, кто-то отнес к уже известным видам, и больше никто не присматривался. Хельген присмотрелся. Дальше генетика. Команда секвенировала фрагменты митохондриальной ДНК из сохранившихся тканей и сравнила их с уже известными олинго. Разница оказалась слишком большой для внутривидовой вариации. Речь шла не о локальном отличии, а о генетической линии, разошедшейся по оценкам исследователей несколько миллионов лет назад. Форма черепа уже подсказывала ответ, но именно генетика поставила точку. Перед учеными не вариация известного вида. Перед ними отдельный, нигде не описанный вид животного. Я читал об этом моменте, и мне кажется, это один из самых недооцененных сюжетов в истории зоологии. Не экспедиция в неизведанные джунгли, не схватка с анакондой,
а несколько часов в подвале музея с лупой и штангенциркулем. Открытие, которое сделали не в лесу, а в шкафу с экспонатами. Стоит представить, насколько это будничная и одновременно колоссальная по объему работа. Крупные естественно-научные музеи, такие как Смитсоновский институт в Вашингтоне или Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, хранят миллионы образцов, собранных за 2 столетия экспедиций. Шкуры, скелеты, законсервированные ткани, иногда целые тушки в банках со спиртом. Эти коллекции возникли не ради конкретного открытия. Они копились десятилетиями просто как практика естественных наук – собрать, описать, подписать, отправить на полку. Большинство этих образцов после поступления в коллекцию никто больше не открывает десятилетиями. Они просто лежат, подписанные аккуратным почерком давно умерших кураторов, ожидая, что когда-нибудь кто-то придет с новым вопросом и новыми инструментами. Хельген в буквальном смысле перебирал ящик за ящиком, сверяя этикетки, сравнивая черепа под лупой, откладывая в сторону образцы, которые не складывались в привычную картину Алинго. Это методичная, почти бухгалтерская работа. И именно она, а не яркая полевая экспедиция, стала первым шагом к открытию. Но самое неожиданное было еще впереди. Просматривая записи о содержании Алинго в зоопарках, команда наткнулась на ту самую историю. Историю Рингерля, зверька, с которого начался этот фильм. 10 лет его таскали по американским зоопаркам, пытаясь свести с Алинго, и ни одна попытка не увенчалась успехом. Теперь стало понятно, почему. Рингерль не отказывался размножаться с Алинго. Он физически не мог. Это были 2 разных вида. Это та часть истории, которая меня больше всего цепляет. Не то, что вид был неизвестен науке, а то, что он был известен просто под неправильным именем. После находки в музеях и в архивах зоопарков команде нужно было подтверждение из дикой природы. Была ли это просто историческая аномалия, давно вымерший подвид, или зверь до сих пор живет где-то в горах Андов? В 2006 году случился прорыв. Биолог, работавший в Эквадоре, снял несколько секунд размытого, нечеткого видео. Пушистый рыжий зверек двигался по ветке в ночном облачном лесу. Качество съемки было плохим, но достаточным, чтобы понять – он есть. Он жив. Он до сих пор бродит там, где бродил всегда. Просто никто не приходил с правильным вопросом. В 2013 году команда Хельгена, в которую входили Роланд Кейс, эквадорский биолог Мигель Пинто и несколько других специалистов, организовала полноценную экспедицию в облачные леса западного Эквадора. Цель – наблюдать вид в естественной среде, собрать данные о поведении и официально, окончательно описать его как новый вид. Так появилось имя – Олингито. Маленький Олинго. Результаты работы вышли не в виде короткой статьи, а в виде целой монографии, 83 страницы в научном журнале «Зукис», где команда полностью пересмотрела весь род Басарициум. До этой работы границы между видами и подвидами Алинго были довольно расплывчатыми. После нее род оказался куда более структурированным. Несколько самостоятельных видов Алинго и отдельно Олингито, который при ближайшем рассмотрении оказался настолько не похож на остальных, что заслуживал собственного видового имени. Позже у самого Олингито выделили 4 подвида, различающихся оттенком меха и небольшими морфологическими деталями в зависимости от того, в какой именно части Андов они живут, от северо-запада Колумбии до южного Эквадора. Стоит сказать пару слов о том, как именно ученые доказывают, что перед ними новый вид, а не просто странная на вид особь уже известного животного. Это не один признак, а совокупность нескольких независимых линий доказательств, которые должны совпасть. Морфология. Форма и размер черепа, расположение и количество зубов, пропорции конечностей, текстура и цвет меха. География. Где именно были собраны образцы, на какой высоте,
в каком типе леса. И генетика — сравнение последовательностей ДНК с ближайшими известными видами, чтобы увидеть, насколько глубоко разошлись эволюционные линии. Когда все три линии доказательств указывают в одну сторону, на отдельную, самостоятельно эволюционирующую популяцию, которая давно не скрещивается с соседними видами, тогда можно говорить о новом виде с уверенностью, а не предполагать. Команда Хельгена и Кейса собрала данные по 300 с лишним музейным образцам Басарицион из коллекций по всему миру, прежде чем закончила ревизию рода. Это означает переписку с десятками музеев, поездки в хранилища Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Лондона, везде, где могли осесть образцы, собранные экспедициями за 1,5 века. Это именно та часть науки, которая никогда не попадает в заголовки, хотя без нее не было бы открытия, которое в заголовки попало. В результате этой ревизии род Басаритион, помимо олингита, теперь включает несколько отдельных видов олинга. Там, где раньше зоологи видели один размытый, плохо определенный вид с множеством подвидов, генетический анализ показал реальные, глубокие различия между популяциями из разных частей Центральной и Южной Америки. То есть открытие олингита было не единичной находкой, побочным продуктом куда более масштабной работы, полного пересмотра того, сколько видов скрывается под одним привычным названием олинга. 15 августа 2013 года Смитсоновский институт официально объявил об открытии. Заголовки разлетелись по всему миру за один день. Ученые нашли новый вид плюшевого медвежонка. Важная деталь, которая делает эту историю по-настоящему редкой. Это было первое новое хищное млекопитающее, описанное в Северной и Южной Америке за 35 лет. Не вид жука, не вид лягушки, которых описывают пачками каждый год. Хищное млекопитающее — категория, в которой новое открытие можно посчитать по пальцам одной руки за целое десятилетие. Чтобы оценить масштаб события, полезно вспомнить, сколько новых видов в принципе описывается ежегодно. По разным оценкам ученые описывают от 15 до 18 тысяч новых видов организмов в год. Но абсолютное большинство из них — это насекомые, паукообразные, моллюски, растения, грибы. Новые виды позвоночных встречаются гораздо реже, новые виды млекопитающих еще реже, а новые виды хищных млекопитающих, отряда в который входят медведи, кошки, собаки, куньи и енотовые, это буквально несколько случаев на десятилетия во всем мире. Последним подобным открытием до олингита было описание нескольких видов из влажных лесов Юго-Восточной Азии и Африки в конце XX века. И каждая из них в свое время становилась небольшой научной сенсацией. Команда из Смитсоновского института организовала пресс-конференцию с живыми фотографиями и видео из экспедиции, что само по себе нетипично для публикации академической монографии, обычно остающейся в узком кругу специалистов. Но осознавая, насколько редкое и фотогеничное у них открытие, ученые сознательно постарались привлечь к нему максимум публичного внимания. И на короткое время это сработало почти идеально. Напишите в комментариях, вы слышали об олингите до этого видео? Я подозреваю, что нет. Подпишитесь на канал. Дальше будет о том, почему этот пушистый красавец сегодня снова рискует остаться незамеченным, только теперь по другой причине. Кнопка подписки прямо под видео. Прежде чем перейти к жизни олингита в дикой природе, еще пара слов о том, насколько редкое событие открытие нового вида крупного млекопитающего в принципе. За последние 100 с лишним лет таких случаев можно перечислить буквально по пальцам. В 1901 году европейские ученые впервые официально описали окопи — лесного жирафа из Конго, о существовании которого местные жители знали всегда, но который оставался легендой для остального мира до тех пор, пока не нашелся подходящий образец шкуры. В 1976 году у берегов Гавайев в сети военного корабля случайно попалась 1,5-метровая акула с гигантской пастью. Вид, ранее неизвестный науке вообще, которому позже дали имя большеротая акула. В 1992 году во Вьетнаме описали саолу.
Копытное настолько редкое и трудно наблюдаемое, что его прозвали азиатским единорогом, и которое до сих пор почти никто не видел живьем в естественной среде. Аленгита встал в этот же короткий список. Не потому, что его физически было сложно найти. Он, как выяснилось, годами сидел в клетках американских зоопарков, а потому что никто не задавал правильный вопрос достаточно долго. Поговорим о том, как живет аленгита на самом деле, там, в облачных лесах, без зоопарков и музейных бирок. Но сначала пара слов о самой экспедиции 2013 года. Потому что это интересная иллюстрация того, как сегодня вообще ищут новый вид млекопитающего, если у тебя уже есть подозрение, что он существует. Команда не отправилась в лес наугад. К тому моменту у них уже были архивные данные, координаты, где собирали старые музейные образцы, записи о климате и растительности в этих точках и то самое размытое видео 2006 года. Это позволило сузить поиск до конкретных горных хребтов западного Эквадора, а не прочесывать тысячи квадратных километров облачного леса вслепую. На месте использовали классический набор методов полевой маммологии. Ночные наблюдения с фонарями и биноклями, рассчитанными на отражение света в глазах ночных животных, расставленные по деревьям фотоловушки, которые срабатывают на движение и снимают кадр без участия человека, и отлов в безопасные живоловки для последующего обмера, взятия образцов шерсти и крови и выпуска зверя обратно. Каждая ночь — это часы сидения в сырости и темноте облачного леса с почти нулевой видимостью дальше нескольких метров в ожидании, что в свете фонаря на секунду блеснут глаза нужного зверя. Помимо этого, исследователи опрашивали местных жителей, охотников, фермеров, проводников, которые десятилетиями ходят по этим горам и знают лес лучше любого приезжего зоолога. Часто именно такие разговоры с местными подсказывают ученым, где искать редкого зверя задолго до того, как наука официально признает его существование. В случае аленгита это сработало. Местные жители в некоторых районах Эквадора были прекрасно знакомы с маленьким рыжим зверьком в кронах деревьев. У него даже было местное название. Просто никто прежде не спрашивал их в правильном научном контексте. Поставьте лайк, если вам кажется важным, что наука все чаще учится слушать тех, кто живет рядом с лесом, а не только тех, кто приезжает туда с грантом и микроскопом. Это древесное животное. Почти всю жизнь проводит на ветках, спускаясь на землю крайне редко. Ученые считают его строго арбореальным видом, то есть он почти никогда добровольно не покидает кроны деревьев. Передвигается ловко, цепляясь короткими сильными лапами, прыгает между ветками, на удивление точно для зверя, у которого хвост не хватательный, а просто пушистый балансир. Активен ночью. Днем спит, свернувшись где-то в густой листве или дупле, а с заходом солнца выходит на охоту за едой. Хотя слово «охота» здесь почти не подходит, потому что основная его еда не убегает и не сопротивляется. Это фрукты. Аленгита методично обходит свой участок леса, проверяя деревья, которые в этот момент плодоносят, и ест мякоть, инжир, плоды лавровых и миртовых деревьев, десятки видов растений, разбросанных по горному лесу. По пути иногда подбирает насекомые. Недавние исследования родственных алинго, пойманных в живоловке на деревьях, подтвердили, что эти зверьки время от времени все-таки охотятся на мелких членистоногих, а не только подбирают их случайно. Иногда капли нектара. Но основа рациона — фрукты, сезон за сезоном. Это делает его важной фигурой для самого леса. Поедая фрукты, он переносит семена на новые участки, в кишечнике, на шерсти, иногда просто роняя недоеденные плоды в другом месте. Это называется зоохория, и для тропических лесов она работает как медленный, незаметный механизм восстановления. Дерево не может само переместиться на новое место, но аленгита может перенести его семя за него. Убери аленгита из леса, и часть деревьев потеряет своего перевозчика. Не сразу заметно, но со временем — да.
Аленгита в основном одиночное животное, хотя иногда встречается небольшими группами из матери и детеныша. У самок одна пара молочных желез, и, судя по имеющимся наблюдениям, они рожают, как правило, одного детеныша за раз. Об ухаживании и размножении известно совсем немного. В одном из немногих задокументированных наблюдений за спариванием у близких видов рода Басаритион самец удерживал самку, покусывая ее за шею и спину. При этом самка издавала непрерывные звуки и резко поворачивала голову в его сторону. Большая часть остального – продолжительность беременности, точная продолжительность жизни, типичные причины смерти в дикой природе – пока остается почти полностью неизученной. Это, наверное, главное, что нужно понять про аленгита. Про него известно на удивление мало. Не потому, что зверь скрытный сверх всякой меры, а потому что наука потратила на него считанные годы, тогда как на льва или волка – столетия. Для сравнения, даже базовые параметры, такие как средняя продолжительность жизни в дикой природе или возраст наступления половой зрелости, у аленгита пока существуют лишь в виде предположений, основанных на содержании в неволе и на данных по ближайшим родственникам, а не на прямых полевых наблюдениях за конкретными известными по именам особями, как это давно делается с волками или слонами. Стоит сравнить это с тем, что мы знаем, например, о волках. Поведение волков изучают системно с середины XX века. Десятки долгосрочных исследовательских проектов, тысячи помеченных радиоошейниками особей, целые научные журналы, посвященные исключительно псовым. Мы знаем структуру волчьих стай до мельчайших деталей социальной иерархии, знаем продолжительность жизни с точностью до месяцев, знаем причины смертности по статистике за десятилетия наблюдений. Про аленгита у нас есть, по сути, одна полевая экспедиция, несколько десятков музейных образцов и горстка случайных фотографий с фотоловушек, установленных уже после официального описания вида. Это не критика конкретных ученых, наоборот, то немногое, что удалось узнать за такой короткий срок, само по себе впечатляет. Но честно нужно признать, мы находимся на самой ранней стадии понимания этого зверя, той стадии, через которую большинство известных нам крупных млекопитающих прошли еще в XIX или начале XX века. Это означает, что почти каждая новая полевая работа в облачных лесах Андов потенциально способна добавить что-то совершенно новое в наши знания об аленгита. Продолжительность жизни, точные сроки беременности, реальную плотность популяции на квадратный километр леса, поведенческие детали, которые пока существуют только в виде догадок, основанных на ближайших родственниках. Поставьте лайк, если для вас удивительно, что животное размером с кошку может оставаться загадкой в 2020 каком-то году. О хищниках аленгита известно почти столько же, сколько о его размножении, то есть очень мало, в основном по косвенным признакам. В облачных лесах Андов водятся крупные кошки, оцелот, а в некоторых районах и пума, которые теоретически способны охотиться на зверя такого размера, если застанут его на нижних ветках или на земле. Хищные птицы, особенно крупные совы, активные в темноте, представляют угрозу для древесного млекопитающего, которое спит и кормится по ночам. Сама стратегия выживания аленгита построена в первую очередь на избегании, а не на защите. Он почти не покидает верхний ярус леса, двигается тихо, и его ночная активность совпадает с тем, что он крайне сложно различим в темноте даже для человека с фонарем. Что уж говорить про хищника, для которого он не основной источник пищи. Голос аленгита исследователи описывают как негромкий, что-то среднее между писком и ворчанием, используемое, судя по немногим зафиксированным случаям, в основном для коммуникации между матерью и детенышем или в момент тревоги. Это не территориальный крик, не предупреждающий рев, просто тихий, почти незаметный звук в шуме капель, стекающих с листвы в облачном лесу. Подобная скромность в звуковом репертуаре снова отражает общую стратегию вида: не привлекать внимания, не создавать конфликтов, оставаться невидимым настолько, насколько это вообще возможно для теплокровного млекопитающего весом в килограмм. Теперь о территории, на которой он живет, и о соседях, с которыми он ее делит. Облачные леса Андов – один из самых биологически насыщенных
и одновременно один из самых уязвимых типов леса на планете. Узкая высотная полоса, где постоянная влажность из облаков создает особый микроклимат. Деревья покрыты мхом и эпифитами, воздух почти всегда сырой, видимость иногда падает до нескольких метров из-за тумана, висящего между стволами. В этих лесах живут десятки эндемичных видов, то есть существующих только здесь и больше нигде на Земле. Орхидеи, лягушки, колибри и теперь олингита. Сосед олингита по этим лесам – очковый медведь, единственный вид медведей, сохранившийся в Южной Америке. Тоже скрытный, тоже все больше зависящий от остатков горного леса. Чуть выше по склону можно встретить горного тапира, одного из самых редких копытных континента. В кронах деревьев живут десятки видов колибри, которые опыляют те же цветы, чьи плоды позже ест олингита. На земле, во влажной листве, прячутся стеклянные лягушки с полупрозрачной кожей, через которую можно разглядеть внутренние органы. Это не случайный набор странных существ. Это типичный портрет облачного леса. Места, где из-за изоляции горных хребтов виды эволюционируют замкнуто, годами не пересекаясь с равнинными родственниками, и в итоге превращаются в нечто непохожее на все остальное. Очковый медведь, кстати, переживает примерно ту же драму, что и олингита, только в куда большем масштабе. Тот же фрагментированный горный лес, та же зависимость от плодов определенных деревьев, та же узкая климатическая ниша, постепенно сжимающаяся под натиском сельского хозяйства снизу и потепления сверху. Разница в том, что медведь крупный, заметный и уже давно имеет статус символа Андских гор. Его изображают на гербах, упаковках кофе, туристических плакатах. У олингита такого статуса нет, хотя экологические угрозы, с которыми он сталкивается, почти идентичны. Горный тапир – еще один пример того же явления. Крупное, узнаваемое животное, для которого хотя бы существуют отдельные программы по сохранению. Колибри облачного леса настолько разнообразны и настолько привязаны к конкретным видам цветов, что некоторые виды могут опылять буквально 1-2 растения во всем лесу. Потеряй цветок, и колибри потеряет источник пищи. Потеряй колибри, и растение потеряет единственного опылителя. Эта сеть взаимных зависимостей настолько плотная и настолько узкоспециализированная, что выход из строя одного звена способен потянуть за собой цепочку последствий, которую сложно предсказать заранее. Олингита занимает в этой системе скромную, но конкретную роль садовника, который незаметно пересаживает деревья по всему склону, просто перемещаясь от одного плодоносящего дерева к другому в темноте. Проблема в том, что этот тип леса крайне ограничен по площади и крайне привлекателен для человека. Умеренный климат, плодородная почва на склонах, удобство для выпаса скота и выращивания кофе. По оценкам исследователей, около 42% потенциального ареала олингита в Колумбии и Эквадоре уже превращено в сельскохозяйственные земли или городскую застройку. Леса остаются фрагментами, островками среди полей, дорог и плантаций. После первоначального описания вида в 2013 году ученые продолжили работу. В 2018 году вышло отдельное исследование с уточненными картами распространения олингита. Оказалось, что данных по-прежнему остро не хватает в нескольких ключевых районах: на севере и юге западного склона колумбийских Андов, в центральной части горной системы, на западных и восточных склонах Андов в Эквадоре. То есть спустя 5 лет после официального открытия вида ученые еще даже не до конца понимали, где именно он живет и где его уже, возможно, не осталось. Это не редкость для недавно описанных видов, но все равно странно осознавать. Животное названо, опубликовано, разошлось по новостям всего мира, а карта его реального распространения до сих пор местами пустая. Олингиты сегодня классифицируются как вид, близкий к уязвимому положению. Не критическая ситуация, но и не повод расслабляться. Численность, судя по доступным данным, снижается, а среда обитания продолжает сокращаться. Есть и третья угроза, более медленная и менее заметная, чем топор и плуг – изменение климата. Узкая высотная полоса, в которой живет олингита, существует благодаря определенному сочетанию температуры и влажности.
Ученые, изучающие горные экосистемы, давно отмечают, по мере того, как климат теплеет, привычные температурные пояса смещаются вверх по склону. Виды, которые могут двигаться, мигрируют выше, туда, где раньше было слишком холодно для них, а теперь в самый раз. Звучит как решение, но у горы есть вершина, и когда вид, который живет у самой верхней границы подходящего климата, должен сдвинуться еще выше, ему просто некуда дальше идти. Это явление иногда называют эскалатором, ведущим в исчезновение. Подъем наверх работает только до тех пор, пока эскалатор не заканчивается. Олингита уже занимает самую высокогорную нишу среди всех родственников из рода Басаритьон. У него, по сути, меньше пространства для маневра, чем у любого олинга внизу. Если температурный пояс продолжит смещаться вверх, а вырубка лесов продолжит наступать снизу, зверь окажется зажат между двумя угрозами одновременно, наступающими с противоположных сторон горы. Вот в чем ирония, которая не отпускает меня с тех пор, как я начал готовить этот фильм. Олингита потратил, видимо, не 100 тысяч лет, оставаясь незамеченным для науки. Слишком маленький, слишком тихий, слишком похожий на соседний вид, чтобы привлечь внимание. А в момент, когда наука наконец его заметила и дала ему имя, оказалось, что дом, в котором он живет, уже исчезает. Открытие совпало с угрозой почти симметрично, будто зверь вышел из тени ровно в тот момент, когда тень начала схлопываться вокруг него. Мне сложно подобрать другому такому совпадению лучшее сравнение, чем луч фонаря, который наконец нашел нужную ветку в темноте леса. Но сама ветка уже начала трескаться под тяжестью того, что происходит вокруг. Несколько природоохранных организаций в Эквадоре и Колумбии сейчас работают над защитой остатков облачных лесов. Не специально ради олингита, а ради всей экосистемы, в которую он входит. Создание частных и государственных охраняемых территорий, поддержка местных сообществ в переходе на устойчивое сельское хозяйство и выращивание кофе в тени леса, а не вместо него, развитие экотуризма как альтернативы вырубке. Это медленная работа, и олингита в ней скорее символ, чем главный получатель помощи. Но символ работает, если его правильно использовать. Модель частных резерватов в этом регионе устроена интересно. В отличие от больших государственных национальных парков, здесь часто работают маленькие, иногда совсем небольшие участки леса, выкупленные неправительственными организациями или даже частными лицами, которые превращают бывшие пастбища и заброшенные плантации обратно в лес. Со временем такие участки соединяются друг с другом, образуя что-то вроде экологических коридоров, узких полос восстановленного леса, которые позволяют животным перемещаться между крупными охраняемыми территориями, а не оставаться заперты на изолированных островках. Для вида с такой узкой климатической нишей, как у олингита, эти коридоры могут быть разницей между жизнеспособной популяцией и медленным затухающим вымиранием на фрагменте леса, слишком маленьком, чтобы прокормить достаточно особей. Экотуризм играет здесь двойственную роль. С одной стороны, туристы, приезжающие специально, чтобы увидеть колибри, очковых медведей или редких птиц облачного леса, приносят местным сообществам доход, а доход от живого леса конкурирует с доходом от вырубленного леса, превращенного в пастбище. С другой стороны, рост туристической инфраструктуры, дороги, отели, тропы, сам по себе оказывает давление на те же экосистемы, которые должен защищать. Балансирует между этими двумя сторонами отдельная постоянная работа местных природоохранных групп, и олингита, при всей своей малозаметности, иногда фигурирует в материалах таких организаций именно как символ того, сколько неизвестного еще скрывается в этих лесах. И тут вторая часть истории не менее интересная, чем детективная работа в музеях, хотя и совсем другого характера. После объявления об открытии в 2013 году олингита на короткое время стал интернет-сенсацией. Фотографии его мордочки расходились по соцсетям быстрее, чем успевали выходить научные статьи. Издания соревновались в эпитетах «самый милый зверь на планете», «живой плюшевый мишка», существо, при виде которого тает даже самый суровый редактор новостей.
Это была вспышка внимания, какую получают единицы видов в принципе. Раз в несколько лет какое-нибудь животное на сутки-двое захватывает все соцсети целиком, а потом алгоритмы и новостные редакции находят что-то новое, и вспышка гаснет так же быстро, как загорелась. С Серенгето случилось ровно так же. Сегодня, спустя больше 10 лет, он снова в основном неизвестен широкой публике. Если вы сами не услышали о нем только что от меня, скорее всего, вы тоже не знали. Это, мне кажется, отдельный урок. Открытие нового вида хищного млекопитающего – редчайшее научное событие. Оно получило один день внимания всего мира и потом тихо ушло из заголовков, пока животное, которое оно представляло, продолжает терять свой лес квадратный километр за квадратным километром без каких-либо заголовков вообще. Новостной цикл живет сутками, а судьба вида измеряется десятилетиями. И эти два масштаба времени почти никогда не совпадают. Я не знаю, справедливо ли это, но мне кажется важным хотя бы сказать вслух: зверь заслуживает большего, чем один вирусный день. Есть в зоологии и природоохранной работе термин для того, что произошло с Серенгето в первые сутки после открытия. Его иногда называют предвзятостью к харизматичным видам. Наблюдение о том, что внимание, финансирование и сочувствие людей распределяются крайне неравномерно и в основном достаются крупным, пушистым, симпатичным существам с большими глазами. Панды, тигры, львы, киты получают миллионы долларов на охрану и целые отделы в крупных природоохранных организациях. Лягушки, моллюски, насекомые, грибы, формы жизни, от которых экосистема зависит не меньше, почти всегда остаются в тени, даже когда находятся под угрозой исчезновения не менее серьезной, чем те самые панды и тигры. Серенгето в этом смысле – счастливое исключение и одновременно его жертва. Он получил свою долю внимания именно потому, что оказался плюшевым и фотогеничным. Ровно та же причина, по которой панда стала символом Всемирного фонда дикой природы. Но даже обладая всеми внешними признаками удачного вида для пиара, он не удержал это внимание дольше одного дня. Видимо, для устойчивой славы даже милой мордочки недостаточно. Нужна постоянная история, повторяющаяся подача, кто-то, кто продолжает рассказывать о звере после того, как первая волна интереса схлынула. Любопытно, что само понятие предвзятости к харизматичным видам родилось не из абстрактной критики природоохранных организаций, а из вполне практического наблюдения ученых, изучавших, куда реально идут деньги пожертвований. Оказалось, что виды с крупными глазами, мягким мехом и выразительной мордой, то есть черты, которые человеческий мозг считывает почти как у детеныша, получают кратно больше финансирования, чем виды с аналогичным статусом угрозы, но менее милой внешностью. Змеи, летучие мыши, грызуны, беспозвоночные систематически проигрывают в этой негласной конкуренции, даже когда их экологическая роль ничуть не менее важна. Кажется, именно эту роль я и пытаюсь выполнить прямо сейчас. Рассказывать о звере снова и снова, пока хоть кто-то слушает. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему некоторые виды становятся постоянными символами охраны природы, а другие вспыхивают и гаснут за один ньюс-цикл. Мне правда интересно ваше мнение. Есть еще одна деталь истории Рингерля, о которой редко вспоминают и которая, на мой взгляд, заслуживает отдельного места в этом фильме. Когда ученые впервые подтвердили, что Рингерль был представителем нового вида, его уже не было в живых. Он умер задолго до публикации исследования. Зверь так и не узнал, что был первым. Не было церемонии, не было пресс-конференции с его участием, не было даже фотографий с подписью «Вот тот самый». Просто архивная запись зоопарка, пожелтевшая карточка с датами перевозок между городами и через 30 с лишним лет генетический анализ, который, наконец, расставил все по местам. Это странная форма посмертного признания. Зверь, которого держали в клетке 1,5 десятилетия, в попытке заставить его делать то, что он физически не мог сделать, размножаться с чужим видом, стал, сам того не зная,
ключевой фигурой в одном из самых заметных зоологических открытий XXI века. Сегодня, насколько мне известно, в честь Рингерля не названы ни улицы, ни премии, ни даже отдельной таблички в зоопарке. Его имя живет почти исключительно в научных статьях и в немногих заметках вроде этой. Я думаю, он заслуживал бы хотя бы маленькой памятной таблички где-нибудь в Луисвиллском зоопарке. Что-то простое вроде «Здесь жил зверь, которого 30 лет принимали не за того, кем он был». Небольшой жест, но честный. Я думаю об этом так. Иногда самое важное открытие — не находка чего-то нового, а правильный взгляд на то, что уже было перед глазами все это время. Звучит просто, но на практике это, кажется, один из самых редких навыков в науке вообще. Поставьте лайк, если эта мысль показалась вам близкой. Я снимаю фильмы про таких животных именно ради подобных историй, когда оказывается, что ответ был рядом все это время, просто никто не задавал правильный вопрос. История олингита на самом деле не единственная такая в зоологии последних десятилетий, и мне кажется важным сказать об этом, чтобы было понятно. Дело не в особой невезучести именно этого зверя, а в том, что наука постоянно работает с неполной картой мира. В 2017 году выяснилось, что под именем «западный шимпанзе» и несколькими другими привычными названиями скрывались генетически различимые популяции, которые много десятилетий путали друг с другом просто потому, что внешне они почти не отличаются. В Юго-Восточной Азии лишь недавно разделили на отдельные виды нескольких гиббонов, которых раньше считали одной и той же обезьяной, просто живущей на разных берегах одной реки. С китами та же история. Серые киты, синие киты, малые полосатики время от времени дробятся на новые подвиды и виды по мере того, как генетика становится точнее, а уши ученых внимательнее. Это не означает, что наука плохо работает. Это означает, что природа куда детальнее устроена, чем человеческий глаз способен различить без специального инструмента. Олингиту просто оказался одним из самых наглядных примеров. Зверь, который физически стоял перед людьми много лет, в зоопарках, в музейных шкафах, на любительских фотографиях из экспедиций и оставался неузнанным до тех пор, пока кто-то не задал правильный вопрос с правильным инструментом в руках. Похожая логика применима и к самим людям, если задуматься. Классификация видов — это в первую очередь попытка навести порядок в природном разнообразии, а не сама природа. Граница между видом и подвидом, между подвидом и просто географической вариацией часто условна и зависит от того, какой инструмент в руках у исследователя в данный момент истории науки. То, что вчера казалось одним видом, завтра, благодаря новому методу, может распасться на 3. Это не недостаток науки, это ее нормальный, постоянный процесс уточнения. Поставьте лайк, если вам тоже кажется немного тревожным, сколько подобных историй, возможно, до сих пор не раскрыто. Что в итоге мы знаем об олингите сегодня? Маленький зверь из семейства енотовых, живущий исключительно в узкой полосе облачных лесов Андов, выше, чем любой другой представитель его рода. Ночной, древесный, в основном питается фруктами, разносит семена по лесу, изредка добавляет в рацион насекомых и нектар. Жил в зоопарках и музейных коллекциях задолго до официального признания, просто под чужим именем. И был узнан как отдельный вид, лишь когда сошлись 3 независимые линии доказательств: форма черепа, география сбора образцов и генетика. Сегодня близок к уязвимому статусу, и значительная часть его потенциального ареала уже потеряна под полями и плантациями. История олингита не похожа на историю громких заметных видов, которые сами привлекают к себе внимание просто фактом своего существования. Он маленький, тихий, абсолютно неконфликтный. Он не пытается доказать никому ничего. Он просто ест фрукты в тумане высоко в горах. И единственная причина, по которой мы вообще о нем знаем, это упорство нескольких зоологов, которые не поленились открыть старый ящик с музейными шкурами и пересчитать зубы у чучел столетней давности. Может быть, в этом и есть смысл такого фильма.
Не каждое важное существо громкое. Не каждый вид, который заслуживает внимания, борется за него сам. Иногда нужно просто прийти и посмотреть внимательнее. Туда, где, казалось бы, все уже 100 раз изучено и описано. Не торопясь, без шумихи, просто внимательно, шаг за шагом. Когда я готовил этот фильм, меня больше всего поразило не само открытие, а то, сколько времени потребовалось, чтобы его заметить, при том, что зверь все это время был на расстоянии вытянутой руки. Не в труднодоступной пещере, ни на дне океана, ни в недрах непроходимого болота, а в клетке зоопарка, который ежедневно посещали тысячи людей. Иногда кажется, что мы лучше умеем искать неизвестное там, где трудно, и хуже там, где легко. Просто потому, что легкое мы перестаем замечать. Если задуматься, история Аленгита поднимает вопрос, который выходит далеко за пределы одного маленького зверя из Андских гор. Сколько еще видов мы держим в неволе, изучаем, фотографируем, выставляем в зоопарках и при этом неправильно классифицируем, просто потому, что они слишком похожи на что-то уже известное. Генетические методы, которые помогли распознать Аленгита, с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Это значит, что подобные истории, скорее всего, будут повторяться. Какой-нибудь скромный зверек, давно живущий рядом с людьми под чужим именем, однажды окажется отдельным видом, как только кто-то, наконец, удосужится секвенировать его ДНК и сравнить с соседями. С этой точки зрения Аленгита не аномалия, а предвестник. Первый ясный сигнал того, что наша карта живой природы куда менее подробна, чем нам казалось еще 20 лет назад. И, возможно, не последний такой сигнал. Мне нравится думать, что где-то прямо сейчас, в каком-нибудь зоопарке или музейном хранилище, лежит следующий такой зверь, просто пока без имени. Расскажите кому-нибудь об Аленгита. Поделитесь этим фильмом. Напишите в комментариях, какое животное вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. Желательно такое же малоизвестное и такое же странное в хорошем смысле. И подпишитесь, потому что историй, которые прятались у всех на виду, на этой планете еще очень много, и я планирую рассказать вам как можно больше из них. Пока где-то в облачном лесу, на склоне Андов, высоко в горах, в тумане, который никогда полностью не рассеивается, маленький рыжий зверек перебирается с ветки на ветку в поисках спелого инжира. Он не знает, что у него есть имя, не знает, что был сенсацией, не знает, что чуть не остался безымянным навсегда из-за чужой ошибки в документах зоопарка много лет назад. Ему, в общем, все равно. Он просто живет там, где жил всегда, и будет жить дальше, пока есть лес. Но нам не все равно. И кажется, в этом и есть единственный способ что-то изменить. Продолжать смотреть внимательно туда, куда раньше никто не смотрел, даже если это просто старый ящик в музейном подвале. Спасибо, что досмотрели до конца. Если история Аленгита показалась вам такой же удивительной, оставьте лайк, поделитесь видео с кем-то, кто любит редких животных, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Впереди еще много зверей, о которых мир пока почти ничего не знает. До встречи в следующем фильме.